Всем привет! Сегодня приготовим по очень необычному рецепту, но зато получится очень-очень вкусно селедка в особом маринаде. Делается все очень легко, а съедается ну просто моментально. Для начала нам понадобится 2 луковицы средних размеров. Их нужно будет нарезать все полностью полукольцами, толщина которых не должна быть слишком большая. Весь нарезанный лук отправляем в отдельную глубокую тарелку. В тарелку к луку нужно будет добавить 2 столовые ложки уксуса. У меня сегодня яблочный, но можно использовать обыкновенный 9% столовый. После добавления уксуса обязательно весь лук нужно будет залить кипятком из чайника и в таком вот положении оставить примерно на 10 минут. Пока будет мариноваться лук, мы тем временем приготовим селедку. Селедка у меня сегодня малосольная, 2 штучки. Покупал я их уже без головы. Каждую селедку нужно будет хорошо выпотрошить, вымыть и разделать на филе. Ну вот таких вот 4 красивых филешки у меня получилось. С каждой селедки я еще снимал шкуру. Кто-то говорит, что не нужно, а я говорю, что так будет вкуснее. Ну а затем каждую филешку из селедки нужно будет нарезать на полоски, ширина которой должна быть примерно 1,5-2 см. Нарезанную кусочками селедку отставляем пока что в сторонку, а сами приготовим необычный маринад. В глубокую тарелку добавляем 2 столовые ложки острой горчицы без горки. Если горчица слишком острая, нужно будет добавить всего лишь 1,5 столовые ложки. Затем в эту же тарелку добавляем 2 столовые ложки французской горчицы в зернах, 1 столовую ложку с горкой натурального меда. Если кто-то будет спрашивать, какой мед брать, берите любой, лишь бы он был натуральным. Еще сюда добавляем пол чайной ложки соли, 2 столовые ложки натурального лимонного сока. Вот так вот прям с лимона выдушиваем и добавляем. Самое главное, если с лимона вдруг попадут вам косточки, их нужно будет убрать. Ну и в самом конце в этот маринад нужно добавить 100 грамм подсолнечного масла. У меня сегодня рафинированные, без запаха. Затем берем венчик и очень хорошо все перемешиваем, так чтобы полностью хорошо растворился мед, а ваш маринад стал более-менее однородного состояния. Ну что ж, приступаем к самому основному, будем мариновать нашу селедку. Берем любую подходящую для вас посуду, у меня вот сегодня такая вот будет стеклянная форма. Берем уже процеженный лук и условно разделяем его на 3 части. 1/3 укладываем на дно формы и стараемся распределить его более-менее равномерным слоем. Затем наверх на лук стараемся распределить тоже равномерным слоем одну селедчину, то бишь 2 половинки филе. Затем берем маринад, еще раз очень хорошо перемешиваем его и ровно половину маринада стараемся распределить равномерным слоем наверх на селедку. Если в вашей селедке, как у меня, попалось молоко или же икра, их мы тоже замаринуем. Наверх на маринад раскладываем равномерным слоем. Дальше нам нужно будет разложить равномерным слоем опять лук. Напоминаю, должна быть примерно 1/3 части лука, которую вы приготовили. Наверх на лук раскладываем равномерным слоем оставшуюся селедку, которую мы нарезали. А наверх на селедку отправляем полностью все остатки лука, которые остались в тарелке. Затем берем маринад, который у нас остался в тарелке, еще раз его хорошо перемешиваем и полностью весь маринад равномерным слоем распределяем по всей поверхности селедки с луком. Дальше, друзья, если у вас есть крышка, накрывайте все крышкой. Если нету, как у меня, накрываем все пищевой пленкой, отправляем в холодильник на нижнюю полку и забываем про селедку ровно на одни сутки. А через сутки посмотрим, какая же аппетитная и вкусная она у нас получилась. Через сутки достаем селедку с холодильника, снимаем пленку, делаем картошку тумачи, так как она более хорошо подходит к селедочке, и наслаждаемся необычным вкусом. Сказать, что это получилось вкусно, это ничего не сказать. Это просто бомбически вкусно и аппетитно. За один ужин у нас в кругу семьи мы скушали большую половину вот этой очень вкусной селедочки. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравился такой вариант приготовления селедки, поставьте лайк. Не понравилось, напишите, что вам не понравилось. Также оставляйте свои рецепты очень вкусного маринада для селедки. Будет интересно почитать и не только мне. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!